Всем привет! С вами Валерия. Приглашаю вас заглянуть в мой волшебный мир творчества. В сегодняшнем выпуске еще одна работа в технике Power Pull. Буду превращать дешевую подделку куклы Барби в ангела, но данная работа будет сделана в виде панно. Кукла на этот раз мне попалась еще хуже, чем в предыдущей. Волосы просто повылазили, а пластмасса на теле настолько тонкая, что она замялась вовнутрь. Для того, чтобы это исправить, мне пришлось сделать на спине куклы надрез и плотно набить тело бумагой. Лицо куклы, а также открытые части тела зачищаю мелкозернистой наждачной бумагой для того, чтобы краска держалась. Обезжириваю при помощи жидкости для снятия лака. Для основы я применяю вот такую раму с натяжным полотном. Размер рамы 30 на 42 сантиметра. Использую универсальную пастообразную шпатлевку, в которую добавила немного столярного клея ПВА. Руки и ноги ангелу необходимо сделать длиннее. Для этого я применяю проволоку и фольгу. На тот момент я точно не знала, как будут выглядеть ноги под платьем, но уже после приклеивания ткани поняла, что четкого силуэта ног под платьем не видно, и их можно было сделать намного проще. Для этого из фольги просто скатайте две плотных колбаски, похожих на ноги, и разместите в необходимом положении. Далее я использовала шаблон скрипки, чтобы правильно придать положение рукам. Для данной работы хорошо подошла бы кукла на шарнирах с подвижными локтями и кистями рук.
Для пропитки ткани использую столярный водостойкий клей ПВА D3. Так как данный клей очень густой, разбавляю его водой до более жидкого состояния. Для имитации перьев из тонкой хлопковой ткани вырезаю небольшие прямоугольники размером 5 на 4 см и сворачиваю их в форме пера. На одно крыло мне понадобилось 38 перышек. Таким же самым способом делаю второе крыло.
После полного высыхания делаю волосы. На этот раз я решила применить акриловые нитки для вязания. Для этого из ткани вырезала небольшую полоску, на которую в дальнейшем приклеила нитки. Скрипку делаю из переплетного картона. Ссылку на шаблон для скрипки вы найдете в описании под видео. Покрываю скрипку акриловым лаком.
Грунтую работу белой акриловой краской. Использую кисти, спонж, а также краску в баллоне. Такие работы очень удобно окрашивать аэрозольной краской, так как она хорошо проникает во все углубления. Все выступающие части тела покрываю акриловой краской телесного цвета. Светло-серой краской рисую брови и закрытые глаза с ресничками. Нежно-розовой краской аккуратно оттеняю губы. На весь рельеф по крыльям и платью наношу акриловую краску светлое серебро. Вместо серебра можно использовать жемчужную или перламутровую белую краску. На волосы наношу сусальное золото. У меня краска от фирмы Ладога. Данная краска полупрозрачная, на волосах она выглядит очень нежно. Если у вас золотой металлик слишком плотный, разбавьте его водой до полужидкого состояния. Либо добавьте светло-серебряную или перламутровую белую краску. Перед окрашиванием основы обязательно покрываю ангела несколькими слоями акрилового лака. Это делается для того, чтобы легко удалялись помарки. По возможности закрываю выступающие части работы фольгой. При помощи кисти и спонжа наношу цветовые пятна. Использую акриловые краски черный Марс, коричневый, умбру жженую и немного золотистой охры. Внизу, возле платья, там где ткань невозможно будет обвернуть фольгой, старайтесь окрашивать очень аккуратно при помощи кисти. Краска полностью высохла, основа стала похожа на старую пожившую кожу. Далее я буду ее еще больше состаривать. Для этого подойдут акриловые краски цвета бирюзы, морской волны или мятная. Краску разбавляю до полужидкого состояния и наношу на небольшие участки. Не дожидаясь высыхания краски, вытираю ее с поверхности. Далее наношу металлики. Можно применить метод сухой кисти, использовать спонж либо пальчики. Я буду применять бронзу, светлое золото и белый перламутр. В завершении покрываю работу несколькими слоями полуглянцевого акрилового лака. Так как основа у меня состарена, то ее можно покрыть матовым или шелковисто-матовым лаком.
В итоге у меня получилась вот такая интересная работа. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Всем моим подписчикам, как всегда, огромный привет. Спасибо каждому из вас за то, что вы у меня есть, за то, что остаетесь со мной и за то, что поддерживаете мой канал своими лайками и чудесными добрыми комментариями. Гостям канала предлагаю подписаться и нажать на колокольчик. Обращаюсь ко всем зрителям, пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях, насколько вам будет интересно в дальнейшем видеть работы в технике PowerPool. Всем вам искренне желаю мира, добра, благополучия, крепкого здоровья, берегите себя и своих близких, творческого вам вдохновения и всего самого-самого волшебно прекрасного. До новых встреч!